Россия пригрозила приостановить беспошлинные поставки в Армению природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, фактически демонстрируя готовность нарушить базовые документы Евразийского экономического союза и тем самым собственными руками, подрывая саму логику и жизнеспособность этого интеграционного объединения. Если раньше подобные сигналы и ультиматумы между Ереваном и Москвой обсуждались негласно, в закрытых кабинетах, то сегодня, на фоне очевидного ослабления и поражения российских агентов влияния внутри армянского общества, Россия вынуждена прибегать к открытому, публичному запугиванию армянского народа. Это и есть их основной язык общения с Арменией, и он предельно показателен, потому что неизбежно возникает простой и крайне неудобный для Москвы вопрос: что Россия сегодня вообще способна предложить Армении, кроме угроз, давления и попыток посеять страх? Ответ очевиден – ничего. Так было раньше, и, по всей видимости, таковым это отношение и останется. На протяжении десятилетий ставка делалась не на взаимовыгодное развитие Армении и не на формирование сильного и устойчивого союзника, а на покупку лояльных фигур внутри страны, на создание искусственной зависимости, на контроль через страх, экономическую уязвимость и бедность. Для Москвы оказалось проще и дешевле удерживать Армению в ослабленном состоянии, чем иметь по соседству действительно развитое, самостоятельное и независимое армянское государство. Однако ключевая проблема для самой России заключается в том, что эта модель больше не работает. Армянское общество фактически отправило подобный формат отношений в прошлое, вытеснив его на обочину истории. На этом фоне в рамках СНГ не могли не обратить внимания на позицию Еревана, открыто заявившего о планах по евроинтеграции, а также на прошедший в Армении саммит ЕС по Украине, о чем публично говорил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Параллельно усиливается и экономическое давление. Из России была возвращена партия армянской клубники, экспортируемой в Россию, которую развернули через КПП «Баграташен». Водители и предприниматели выражают серьезную обеспокоенность, поскольку формальной причиной возврата стало якобы обнаружение вещества, не соответствующего фитосанитарным нормам. При этом очевидно, что подобная продукция после нахождения на российской стороне и последующей обратной транспортировки в Армению в большинстве случаев уже непригодна к реализации и фактически уничтожается. Ранее российские ведомства уже вводили ограничения на поставки из Армении сельскохозяйственной продукции, цветов, минеральной воды «Джермук», а также отдельных партий алкогольной продукции. Все это вызывает растущую тревогу среди армянских экспортеров и представителей аграрного сектора, поскольку выглядит как системная практика мелочного и циничного давления, а не как добросовестный контроль качества. На дипломатическом и военном направлениях картина выглядит не менее показательно. Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов выступил с инициативой организовать в июне встречу представителей парламентов России и Азербайджана на территории Карабахского региона Азербайджана, а также сообщил, что министр обороны России Андрей Белоусов может посетить Азербайджан в сентябре для участия в международной оборонной выставке «Адекс». Все это происходит на фоне резких и зачастую откровенно хамских заявлений российских политиков в адрес Армении. В частности, депутат Госдумы Петр Толстой вновь позволил себе рассуждение о том, что Армения якобы может лишиться преимуществ членства в ЕАЭС из-за антироссийских заявлений, мифического преследования русского языка и сближения с врагами России. Подобные заявления выглядят особенно абсурдно на фоне элементарных фактов. Расчеты давно показывают, что Армения в рамках ЕАЭС отдает больше, чем получает. А разговоры о притеснении русского языка не выдерживают никакой критики для любого, кто хотя бы раз был в центре Еревана, где русская речь звучит повсеместно. Что же касается врагов России, достаточно вспомнить, сколько раз с 2020 года Владимир Путин встречался с Ильхамом Алиевым и Реджепом Таyyипом Эрдоганом, чтобы понять истинную цену подобной риторики. Не меньший резонанс вызвали и заявления секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, который назвал надуманной причиной отказ Армении от участия в мероприятиях ОДКБ из-за слабой или фактически отсутствующей реакции организации на события вокруг Карабаха. Отметим, что Шойгу и здесь лукавит. Никто не говорит о Карабахе.
Речь шла о суверенной территории Армении, например, Джермуке, когда на территорию вторглись азербайджанские войска, а со стороны ОДКБ не было сказано ничего. Более того, звучали заявления о необходимости проверить, являются ли эти территории армянскими или нет. При этом в Ереване все чаще звучит мнение, что именно Армения стала той страной, которая сорвала маски и наглядно показала, чего в реальности стоит ОДКБ и насколько опасно быть формальным союзником России. На этом фоне глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркивает, что у Еревана нет намерения искусственно обострять отношения с Москвой, и Армения по-прежнему рассчитывает обсуждать существующие проблемы в конструктивной и партнерской атмосфере. Он также отмечает, что попытки связать экономические трудности с проевропейским курсом или выборами являются спекуляциями, поскольку подобные проблемы возникали и ранее. Тем не менее, факты говорят сами за себя. Москва усиливает экономическое давление на Ереван перед парламентскими выборами. На российско-грузинской границе уже несколько дней подряд блокируются около 100 армянских фур с рыбой, ягодами и цветами, которые разворачивают обратно под предлогом затяжных проверок. В Ереван направлены инспекторы Россельхознадзора для проверок теплиц и рыбных хозяйств, а экономические рычаги давления задействованы все более открыто и демонстративно, сопровождаясь требованиями сделать выбор между Евросоюзом и ЕАЭС. На этом фоне все больше возникает ощущение, что Армению ожидают крайне напряженные недели и месяцы. Резкая и синхронная активизация антиармянской риторики со стороны высокопоставленных российских чиновников, включая Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу, Алексея Верчука и депутатов Госдумы, выглядит как часть масштабной информационной и политической кампании. Армения постепенно выходит из-под тотального влияния Москвы, расширяет связи с США и Европой, подписывает стратегические соглашения и пытается выстраивать более самостоятельную внешнюю политику, и именно это вызывает все более агрессивную реакцию Кремля. Для многих в Украине происходящее выглядит до боли знакомо, поскольку страна уже проходила через аналогичные этапы давления, угроз и информационных атак. Поэтому сегодня особенно важно, чтобы армянское общество сохраняло холодную голову, внимательно следило за происходящим и осознавало, что ближайшее время может стать серьезным испытанием для государства и его суверенитета. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости.